Расскажите, пожалуйста, как сотрудники влияют на впечатление клиентов? Вопрос, который и легко отвечать, и нелегко. Есть очень много там. Если смотрим, как сотрудники влияют, или как команда влияет на общее впечатление клиента, везде, где мы мерили это в разных проектах, есть прямо зависимость. Тогда мы не нашли и не найдем, наверное, сотрудники, которые довольны в свою работу, и клиенты, которые нет. Или клиенты, которые в восторге, и сотрудники, которые нет. Мы всегда найдем вот прямую взаимосвязь между и удовлетворением и влияние на общее впечатление. Если сотрудники недовольны, не вовлечены в свою работу, им очень сложно впечатлять. И большинство из эмоциональный характер любое впечатление клиента, это идет от человеческий контакт. Да? Тогда можем сказать: вау, я использовал ваш веб-сайт. Не очень часто, да? Но когда есть очень хороший контакт человеческий, неважно где, если это ресторан, или в отделении банка, или в салон связи, или салон красоты, или что-то такое, это обычно человеческий контакт, который дает вот такой вкус и как-то специфика и личность в этом контакте. Вы сегодня в презентации говорили о том, что бизнес-модель эволюционирует, и мы все переходим к клиентоцентричности. Можно поподробнее об этом, как происходит этот переход? И не только клиентоцентричные. Идем от большинства из бизнеса в мире сегодня, которые продуктоцентричные, до клиентоцентричной бизнес-модели. И дальше есть отношения-центричные модели, где мы как бизнес понимаем, что самоотношения и как мы эффективно управляем отношения с клиентами и с сотрудниками, как это влияет на общее состояние бизнеса. Если в продуктоцентричной модели мы смотрим наши продукции, наши действия, наши товары, услуги и так далее, как основной компонент бизнеса, в клиентоцентричной бизнес-модели мы смотрим клиент и что клиент старается делать, к чему стремится и так далее. И как мы можем использовать нашу эффективность в процессе товаров и услуг и так далее, чтобы помочь клиентам достичь то, что он или она хочет. Когда переходим на отношения-центричные бизнес-модели, мы смотрим, что мы очень хорошо управляем отношения с клиентами и можем расширить те вещи, которые мы монетизируем, потому что клиент захочет больше взаимодействовать с нами, чем с другими незнакомыми людьми, где нет доверия, истории и контакт такой. А как правильно выстроить эту модель? Это самое сложное. Да, все, но если думать про последние 10-12 лет, почти все бизнесы начинали говорить, что хотят быть клиентоцентричными. Большинство из этих попыток стали провальными, потому что в бизнесе, что они делали? Внедрили систему CRM, думали, что со всей этой данной информацией мы можем угадывать, что предлагать, когда, через какой канал, с какой стоимостью и так далее. Все будут довольны, будем обниматься с клиентами и так далее. И это просто не получилось. Потому что большинство из случаев бизнесы думали, что внедряя эту систему CRM, сам система будет менять нашу бизнес-модель. И это соответствующее изменение в бизнес-модели или эволюция бизнес-модели не происходило. И большой часть этого это в самой организационной структуре, модели управления, как сама организация меряет эффективность, показатели, бюджетирование и так далее. Если все это станется, и оргструктура, модель управления, измерение эффективности продуктоцентричной, очень сложно ожидать, что сама организация может вести себя в интересах клиентов. И это где большинство из проблем. Бизнесы думали, да, будем внедрить NPS или CSI, и это будет исправить все, и мы будем вести себя в интересах клиента, но все эти старые показатели и оргструктуры, старые процессы, они доминировали это, и не дал бизнес хорошо вести себя в интересах клиента. А вот что касается процессов внутри бизнеса, сейчас вы говорили, что не хватает лидеров. А вот лидер и хороший руководитель – это одно и то же? Нет. Нет? Нет. Это две иногда совсем отдельные вещи. Руководители очень часто это те люди, которые имеют авторитет, и иногда они очень плохие лидеры. Может быть, они были хорошие лидеры в какой-то момент, но авторитет это такой
почти наркотик. Да? Люди, когда есть очень много авторитета в организации, очень легко перестать мотивировать, вдохновить, наставничать людей, и легче просто дать какой-то приказ. Вам нужно это делать, потому что я сказал. И это что-то, если смотрим, это эволюция бизнес-моделей. Один из принципов модели управления для продуктоцентричной организации – это матричное управление. Один из принципов модели управления для клиентоцентричных бизнес-моделей – это коллаборативное лидерство. Если мы будем сотрудничать, я не могу дать приказ. Нам нужно обсуждать, мне нужно мотивировать, коучить и как-то устранить проблемы, консультировать, как лучше делать что-то. Но мы в команде в этот смысл. В матричном управлении чуть другое. И это один из частых эволюций, которая сложна сейчас. Старые модели в управлении, старая структура, старые модели в измерении эффективности, они как похмелье сейчас для бизнеса, которые стараются быть новые, вести себя в новый, может быть, ЗОЖ бизнеса, можем сказать. Да? Если хотим быть клиентоцентричны, нам нужна уже новая модель. И это очень сложно, перешли из старой в новые. А как будем внедрять эту новую модель, где мы будем искать лидеров? Это тоже хороший вопрос. Бизнесы, которые хотят расти и хотят перейти на эту новую модель, им нужно как-то расти свои новые поколения лидеров. И есть очень много сложностей с этим. Если мы смотрим просто мир цифровый, интернет, соцсети, видеоигры и так далее, уже средний возраст геймеры в мире больше, чем 30 лет. Основная часть из рабочей силы в мире – это цифровые уроженцы. Это люди, которые родились в цифровой эпохе, родились с интернетом, мобильной связи и так далее. У них другая настройка. Да? Если это люди, которые жили всю жизнь в этой параллельной среде, в игре, соцсетях и так далее, когда все более вовлекающее, более интересно, имеет большее значение для жизни и так далее. Потом мы вернемся в рабочее место, и есть приказ, иерархия и так далее. Не вовлекаемся в работу в такой же интенсивность, как вовлекаемся в жизненные цифровые среды. И это проблема, потому что мы уже начинаем как-то разделить наши интересы на то, что мне нужно делать, чтобы зарабатывать денег и платить все счета и так далее, и то, что я делаю, потому что мне нравится. И есть еще момент там очень интересный, что люди учатся в этой среде. Есть вещи там, как, не знаю, эпические значения. Да, я играю какую-то видеоигру, я буду спасти мир, или спасти принцессу, или выиграть война и так далее. Да. Вот я на работу, я обязан, не знаю, печатать что-то и заполнить какой-то ячейк, и отправить файл кому-то и так далее. Это не такое эпическое значение, которое можем иметь в другой среде. И это что-то, которое реально в бизнесе нам нужно и учитывать, и начинать поменять эту рабочую среду для вовлечения сотрудников и для впечатления сотрудников. Потому что чем больше мы впечатляем там, тем более впечатлены будут наши клиенты.